Мы тут собираемся на автобус. Что-то до этого нажал кнопку, не сработало. Олег здесь наводит порядочек, молодец, дома. Мы складываем вещи, остаток. И сейчас покушаем на дорожку и выдвинемся в направлении Адана. Сегодня у нас туда нацелена поездка. Да. Всем до встречи, всем расскажем. Будем держать вас в курсе новостей. Все будем показывать. Наша команда отправилась в путешествие. Взяли две сумки. Ну, по делу одна, вторая так. Это в основном моя одежда, которую я потом одену при выезде из Аданы. То, что мне понадобится в России уже. Теплые штаны, куртку потеплее я там бросил. Сейчас, если в этом идти, это будет очень жарко. Поэтому эта сумка появилась. По сути, в ней, кроме фруктов и этой одежды, там ничего нету. Так что мы теперь идем на автобус, потом на поезд, и либо опять дальше автобус. Поедем в Адану. Сели мы в автобус. В большой, как хотели. Ой, вот они сидят, что-то в телефонах тупят. Я делаю заметки. Вот Олег заметки делает, а Миша читает что-то. Ехать долго. Тут дорогу делают без дураков, сантиметров, наверное, 30-40 поднимают новую дорогу. Прям вот сейчас, если приглядеться, там видно, сколько они этого песка набросали и смеси специально. Так что это вот тот ремонт дороги, который они делают достаточно давно. Не просто так все, а прям очень по-серьезному. Нам еще долго пилить, мы едем буквально 10 минут. Ну что, Олег, сейчас поедем на этом самом, на поезде. Вот он, поезд стоит. Мерси Адана, вот здесь написано, только мелкими почерком. Ну, поезд или электричка, я не знаю, как назвать его. Пойдем сейчас зайдем куда-нибудь во второй, в третий вагон туда вот. Вот они, пассажиры. Всем привет. Если кто не знает, это мой первый опыт езды на турецком поезде. Первая поездка, да, на поезд. Да. Такой достаточно комфортабельный поезд. Народу сегодня много, кстати. Мы с Мишей ездили, было намного меньше. Но мы, получается, ездили летом, когда все могли быть в отпусках и на каникулах, а сейчас намного больше. И у меня сейчас это улыбка, знаете. Ну вот, загадывай желание, первый раз. Да. Я первый раз в поезде с телевизором. Обалдеть. Сейчас загадай желание. Ну давай. В общем, время сейчас 4 часа дня. Из дома мы вышли в 2 ровно. Я отправил смс. Олег отправлял смс нашему турецкому другу, что мы вышли из дома. Сейчас 4 часа дня, и мы уже сели в поезд. Да. В сторону Аданы. Все, уже купили билет и так далее. Вот. И этот... Еще нам ехать, ну, минимум час до Аданы. Комфортно, знаете. Сейчас поедем. Достаточно долго получилось. На автобусе мы ехали. Мы ехали на большом 156-м автобусе. Он довез прям до вокзала. 1,5 часа где-то. Ну, получается, что дольше. Мы пока дошли до остановки, и сразу же автобус подъехал. Мы вообще не ждали его, он тут же подъехал. Так что автобус. Поехали. Здесь поезда один за одним. Один вот заходит на станцию, другой сейчас выходит. Мы поехали. Сегодня пасмурная погода такая на улице. Плюс еще здесь на окнах приклеена пленка такая темная. Поэтому еще темнее кажется на улице. Ну, мы поехали. Вот, в принципе, турецкая станция очень похожа на российскую станцию железнодорожную. Много путей, светофоры и так далее. Поехали. Не успел снять, сейчас стояли очень новые цистерны. Прям все блестят. У нас они обычно такие сильно помусоленные, а здесь они чистые абсолютно. И как это, оцинкованные. Или из нержавейки сделаны. Какие-то, как будто школы какие-то, баскетбольные площадки проезжаем одну за одной. Непонятно что это. На той стороне есть немного
как будто портовых каких-то сооружений, но они очень далеко от нас и их плохо видно. Так вот видно, какие-то там краны стоят, и все. Прошел дяденька, проверил билеты, просто пикалка у него. Мне кажется, даже нет варианта принять наличными оплату никак. Все идет, у всех пикает баркод, который есть на билете. Все. Сейчас пишешь. Билеты нам обошлись на нас троих. Я, Олег и Миша на 29 лир. Сейчас я скажу, как это получилось по позициям. 12 лир билет, 10,5 лир билет и 6,5 лир билет. То есть вот так у нас получилось. С меня взяли 12 лир, с Олега 10,5, Миши 6,5. Билеты такие здесь. Плохо видно, сейчас разверну. Вот они билеты. Штрих-код. Итого 29 лир. Это я вас снимаю. Мы тут приехали в Тарсус, мы тут уже были, уже знакомые места. С Мишей мы тут ходили. Прям рядом с вокзалом парк большой, паровоз стоит. Так-то с окна поезда не видно, но если выйти погулять, то это все есть. А поезд остановился, народ очень много вышло в Тарсусе. Ехали мы, сколько, минут 20 ехали, да? Наверное, 30 минут мы ехали примерно. Сейчас сколько время? 16:30. Ну, где-то мы в 16, около 16 еще стояли, в Мерсине стояли, а сейчас уже полчаса и мы в Тарсусе. Ехать нам, я думаю, еще минут 45 минимум. Михаил немножко на ушах стоит, а Олег смотрит в окно, радуется своему первому разу на турецком поезде. Да. Я тут делал Ну, некоторые- достаточно интересно смотреть в окно. Тут поезд что-то верещит с этой стороны. Да, вот здесь грузовой какой-то состав идет. О, здесь со стороны такая вот крашеная. А это ржавая. А это такие тоже крашеные. И на всех поездах написано, что это железная дорога Турции. Хотя есть вот какие-то фирменные надписи. Промчался почтовый какой-то товарный поезд. Мы были на той стороне города. Тут мы на этой стороне не были. Сальнейший тут. Честно? Не надо. Вещи мы свои наверх покидали. Там одна сумка, надо мной вторая. И ноутбуки лежат тоже. В принципе, комфортно едем, классно. Это где-то около... Наш поезд уже заехал в Адану. Там он название стали со словом Адана везде встречаться. Переезды здесь вот такие. В самой Адане 3 станции. Мы на первой станции остановились. Осталось еще 2, наверное. И выйдем на конечный. Там у нас есть договоренность с нашим другом, что я ему наберу, сброшу, и он подъедет. Заберет. Как-то так. А можем, если хотите, пешочком пройтись. Хотите пешочком по городу, правда, долго, далеко идти пешком. Сколько долго? Не знаю. Километра 2-3, может. Самые 4 километра это много. Но это много, полчаса примерно идти. Хотите? Ну, смотрите. Тогда позвоним, когда На машине приедем. минут 10 ехать. Да, примерно. 5-10. Может, 15. Грузи наши. Да. Ладно. Все, мы уже едем по самому городу. Сейчас со своей станции выйдем на конечный. А можно выйти раньше. Паровоз нас встречает на вокзале в Адане. Сам вокзал на ремонте. Такой немного. Ну, старинное такое здание, интересное. Очень. Паровоз стоит такой интересненький. И елка. Мише елка понравилась. Короче, будем ждать. Нам договоренность есть возле выхода с вокзала. Поэтому
ехать, я по карте посмотрел, недалеко сюда, поэтому подождем. Ну, елка, да, прикольная, из цветов сделана. Я еще в прошлый раз обратил внимание. Я здесь проезжал. Когда я проезжал, мы ехали с той стороны и уехали туда направо. Парковка большая. По всем видам она бесплатная. А вот. Здесь достаточно такой большой вокзал по сравнению с Мерсином. Больше, чуть-чуть. В Мерсине буквально этот желтенький домик, а здесь еще желтенький домик, плюс еще куча. Вот. Так что мы ждем друга нашего. Он, ну, есть договоренность, что он подъедет. Возможно, что вон он идет уже. Вдалеке. Так что пойдем. Миша говорит, снимай. А больше всего охота Мишу снимать. Здесь самолет взлетел, летит над нами. Недалеко здесь аэропорт находится. Мы какое-то время ехали вдоль него, вдоль забора этого аэропорта. Нет, вру, не вдоль забора, а недалеко от него. Все-таки, наверное, так правильно сказать, вдоль территории завода. Ждем. Как всегда, в толчее небольшой. Проскочил через все эти осмотры в аэропорту. Все нормально. Сижу уже на выход. Сейчас надо глянуть, какой мой рейс хотя бы, а то я уже не очень помню. А, вот они дали мне. Дали один посадочный талон на оба рейса. У меня один и тот же оператор. Это как его? Летный, так сказать. И мне дали сразу билет один до конца, до Москвы. У меня пересадка в Стамбуле будет. А у меня написано Адана, Стамбул, Стамбул, Москва. Так что ждем. У меня где-то минут 40 точно есть на то, чтобы до вылета. Сидим просто, тупо ожидаем. Никаких, так сказать, больше ничего. Сейчас покажу зал немного. Здесь не очень много народу. Зал здесь небольшой совсем. Если вы видите, народу вот он весь буквально, это весь зал. Мы сейчас, если чуть телефон поверну в сторону, видим, что там он уже вход в него. А слева еще левее выход из него на посадку. Сильно наглеть я не стал людей показывать. Так показал, что совсем немножко. Буквально 2 нитки для проверки всех этих техники и всего остального. Ну, все как всегда. Всегда откройте, включите ноутбук. Если у вас есть все телефоны, вернее, все вложите в коробочку. Все. 2 раза при входе и потом еще раз. Все как положено. Всегда просто проверили. Единственное, паспортного контроля нет. Здесь сейчас у нас внутренний перелет. Паспорт понадобился только, чтобы получить талон посадочный, и все. Так что ожидаю. В 5:35 у меня вылет. Потом ожидание и потом дальше из Стамбула еще поснимаю, что там есть интересного. Багажа у меня нет, поэтому багаж давать не надо. А если был бы, то он, поскольку рейс один, оператор один, то он бы просто его перекинул с рейса на рейс, и я бы ехал дальше. Мы так ехали сюда, например. Мы просто сдавали вещи в одном аэропорту. Пересадочном ничего не пересдавали, а летели дальше. Так что так. Начинаются уже детишки плачут. Так и должно быть, в принципе. Дети тоже летят, тоже надо. Ладно, пока. Все, выставили надпись, что рейс наш скоро будет грузиться. По-моему, вот автобус. А, мимо проехал автобус. Ну, вот они, люди стоят на посадке. Осталось чуть-чуть. Пойдем в самолет. Вот вам по ушам. Все, садимся в самолет. Народ фотографируется.
самолет уже. Airbus A320 у нас. Детям моим точно будет интересно. Как всегда. Толчья, долгота. Перед трапом в самолете. Каждый ищет свое место. Все нормально. С Богом. Еще время есть перед вылетом. Чем занять его вопрос. Приземлились в Стамбуле. Во-первых, что показательно, никто не хлопал, когда мы приземлились. Это что-то везде стало привычным, но тут никто не хлопал. Во-вторых, люди отстегнулись, никто не встает. Мы полностью остановились, никто не встает. Все сидят смирно на месте, никто не шебуршит в ящиках наверху. Молодцы. Сейчас разрешат, наверное, то все встанут. Весь самолет сидит, мы уже полностью приехали. Никто не встает. Ремни отстегнули все. Все, мы вышли не спеша, без толчии. По-моему, быстрее, чем обычно. Самолет небольшой. Boeing A320. Нет, Airbus A320. Сейчас на травелаторе катаюсь. International часть, международная часть аэропорта Стамбул намного больше, чем внутренние авиалинии. Пойдем посмотрим, что там. Я шел по коридорам, мне показалось, что это другой аэропорт. Но потом увидел вот этот магазин. Он один здесь. И стрелочку, что внутренней линии наверху, я понял, что это тот самый аэропорт. В той стороне находятся международные линии, пойду в ту сторону. У меня время очень много, мне сейчас надо пройти спокойно регистрацию. И посадочный талон у меня есть, мне сразу надо на регистрацию идти. В общем, здесь разделено, типа в один конец идите там внутренние линии, в другой конец международные. По факту все равно все приходишь на второй этаж, и здесь просто уже вот эти линии для сдачи багажа и так далее, тут они вот как-то разделены. А так, по сути, можно с любой стороны подниматься наверх здесь и просто проходить на посадку, так сказать. Я вот сейчас вижу, доместик вперед идти, а International здесь рядом, короче. Пошел я искать свой выход-вход. Сейчас посмотрим, может тут мой рейс уже где-то написан. Поднялся на второй этаж, уже те же самые сладости, что внизу стоят 30, там 40 лир. На самом деле другие чуть-чуть. Фирмы отличаются. Здесь уже стоит 13,5 евро и так далее. Но это дороже примерно во сколько раз? Если лира это $1 12 лир, значит получается, сейчас скажу, это раза в 3 дороже получается. Минимум, может быть даже 4. Но у меня тут карточка Priority Pass. Пойду схожу, проведу время. Не очень много, ну, в принципе, в любом случае лучше, чем стоять, так сказать, или сидеть где-нибудь в углу. С лавочками что-то не очень здесь. Короче, я не понял. Нашел этот зал. Написано 50 метров пройдите. Пойду 50 метров пройду. Короче, надо было пройти, да. Стамбульская. Пойду схожу. Вот эта плаза не работает теперь с карточками, которые у нас. Сказали, наверху какая-то есть, попробуйте сходить туда. Закончился контракт. Так, совсем маленький. Буквально половина. Книжки какие-то здесь стоят. Кофе можно налить, чайку. Здесь снимать нечего, потому что смотреть здесь и кушать нечего. Можно поспать.
поспать, кабинки есть, и принять душ. Можно поспать и принять душ. Честно говоря, у ламы охота просто потупить, посидеть. До вылета есть чуть-чуть, пару часов. Пару часов, потом пойду на посадку. Чайкушки налью, документики посмотрю. На русском языке есть, то все на турецком. Народ подразошелся. Здесь два креслица. Я на диванчике сижу. Столик, еще креслица. С той стороны еще. Раз, два, три. Три, наверное. Креслиц 5 еще. Стол с этим. Две двери. Вот это в женскую половину дверь. Такая же дверь в той стороне в мужскую. И разделено здесь мужская и женская. А уже мужская и женская, там туалет, душ и так далее. Я чуть-чуть час потупил, сейчас часок потуплю и пойду уже. Что-нибудь скушаю и на посадку. Такие капсулы интересные сделаны. Здесь кабинки для переодевания, для душа, ванны. Кто стоит? В обратном пути я вот в таком заведении побывал. Так оно называется. Здесь вот про него немножко написано, кстати. Кратко, даже на русском языке. Если без ничего, то это 8 евро стоит, а с этой карточкой бесплатно. Ну и какие-то скидки еще на Subway, что-то еще, Starbucks. Тут третье кафе еще назвали. Вот. Я пойду в сторону кафешек, что-нибудь сейчас пожую по дороге. В принципе, время еще у меня более чем есть. Вот. Пойду посмотрю, что здесь интересного есть в аэропорту.